Вы когда-нибудь задумывались о том, что старая леди, живущая одна в лесу, может быть опаснее, чем кажется? А что, если я скажу вам, что у нее есть секрет, о котором ни один преступник не подозревает? Но прежде чем вы подумаете, что это просто очередная история об одиночестве посреди леса, позвольте мне показать вам, почему эта история не похожа ни на что из того, что вы видели раньше. Я знаю, о чем вы думаете. О, еще одно. Видео о волках и лесах. Но вот правда, все сосредоточены на поверхностных деталях. Одинокая старушка, свирепый волк, но никто не связывает все воедино так, чтобы это имело смысл. Поэтому, если вы действительно хотите понять, что произошло в этом случае, вам нужно послушать, что я скажу. Потому что сегодня мы собираемся раскрыть нечто, что может стать ключом к разгадке тайны. А что, если я скажу вам, что в этих отношениях между старой леди и волком есть что-то скрытое, о чем до сих пор никто не упоминал? Казалось бы, незначительная деталь, но она может полностью изменить то, как мы видим эту историю. То, что никто не обсуждает. А теперь обратите внимание. То, что вы сейчас услышите, это не просто поверхностный анализ фактов. Это тщательная реконструкция, основанная на эксклюзивной информации, ранее невиданных связях и критическом взгляде на поведение людей, вовлеченных в эту историю. В глубине леса, вдали от цивилизации, жила Ольга, старая женщина, много лет назад потерявшая мужа. Она славилась своей добротой и тем, как она заботилась о своем маленьком домике, который, хотя и был старым, всегда излучал тепло и уют. Ольга проводила дни, собирая грибы и ягоды, и, несмотря на свое одиночество, она никогда не казалась грустной. Но вот о чем мало кто говорит. Ольга была не просто беспомощной старушкой. У нее была внутренняя сила, которую мало кто осознавал. Так почему же так много людей недооценивали ее способность защищать себя? Была ли она действительно одинока? Или в тех лесах было что-то еще, что защищало ее? Мы знаем, что Ольга часто приезжала в близлежащую деревню, чтобы закупить припасы. Но были ли эти визиты направлены только на удовлетворение ее основных потребностей, или она строила что-то большее, что никто не мог себе представить? Чтобы понять это, нам нужно исследовать события, которые привели к появлению волка, начиная с центральной фигуры этой истории, того слабого крика, который эхом разнесся по лесу. По сообщениям местных жителей, Ольга шла по лесу, когда услышала слабый крик. Из любопытства она пошла на звук и нашла раненого, измученного и напуганного волчонка. А теперь то, чего вы могли не знать. Ольга не колебалась ни секунды. Она решила забрать волчонка домой и заботиться о нем, как о своем собственном ребенке. Но подождите, это еще не все. Ходят слухи, что волк быстро рос и сильно привязался к Ольге. Если это правда, то это может означать, что он был не просто питомцем, но и верным защитником. Но кто-нибудь понял это вовремя? Эти вопросы подводят нас прямо к сути проблемы. Что на самом деле произошло, когда сбежавшие заключенные решили ворваться в дом Ольги? Сбежавшие заключенные думали, что нашли легкую добычу. Старушка, живущая одна посреди леса. Звучало идеально. А вот о чем мало кто упоминал, они понятия не имели, что их ждет внутри этого дома. Но подождите. Это еще не все. Есть сообщение, что как только заключенные вошли на территорию, волк начал рычать. Он сразу почувствовал опасность и встал между Ольгой и злоумышленниками. Если это правда, это могло бы объяснить, почему преступники были парализованы страхом. Но было ли этого достаточно, чтобы удержать их? Эти возможности открывают двери для новых интерпретаций дела. Но чтобы добраться до истины, нам необходимо проанализировать еще один важный аспект – модели поведения вовлеченных людей. Когда мы смотрим на поведение людей в подобных случаях, мы начинаем замечать закономерности, которые на первый взгляд могут остаться незамеченными. Например, почему заключенные выбрали именно этот дом для взлома? Были ли они настолько отчаянными, что проигнорировали очевидные признаки опасности? А как насчет волка? Он был не просто свирепым животным, он был символом преданности и защиты. Эти взаимодействия могут раскрыть больше информации об истинных мотивах всех участников. Но вот что мало кто упомянул, что если присутствие волка было чем-то большим, чем просто совпадение.
Этот сценарий мог бы объяснить, почему так много улик кажутся противоречивыми. Эти вопросы ведут нас прямо к следующей главе этой истории – вещественным доказательствам, которые все еще анализируются. Но чтобы понять их значение, нам нужно вернуться к началу и снова рассмотреть первые моменты жизни Ольги в лесу. Итак, к чему это нас приводит? Возвращаемся к изначальному вопросу. Был ли тот слабый крик в лесу просто случайной деталью или ключом к пониманию того, что на самом деле произошло с Ольгой и ее волком? Если вы хотите продолжить следить за этим расследованием и узнать новые подробности, которые никто больше не обсуждает, нажмите кнопку «Подписаться» и включите уведомления. Потому что эта история далека от завершения, и следующее разоблачение может оказаться еще более шокирующим.